Конспирологические теории о высадке на Луну утверждают, что некоторые или все программы Аполлон были инсценированы НАСА при содействии других организаций, и что 6 пилотируемых высадок Аполлон были сфабрикованы, и что 12 астронавтов Аполлона на самом деле не приземлялись на Луну. Различные группы и отдельные лица утверждали с середины 1970-х годов, что НАСА и другие намеренно вводили общественное заблуждение, заставляя верить, что высадки действительно произошли, фальсифицируя, изменяя или уничтожая доказательства, включая фотографии, телеметрические записи, радио и телевизионные передачи и образцы лунных пород. Опросы общественного мнения, проведенные в различных странах с 1994 года по 2018, показали, что до 20% американцев, до 25% британцев и до 50% россиян считают, что высадки были инсценированы. Даже в 2001 году телевизионный документальный фильм канала Fox «Теория заговора о высадке на Луну» утверждал, что НАСА сфабриковала первую высадку в 1969 году, чтобы выиграть космическую гонку. Ранняя и влиятельная книга на тему заговора о высадке на Луну «Мы никогда не были на Луне» была издана в 1976 году Биллом Кейсингом, бывшим офицером ВМС США. Несмотря на отсутствие знаний о ракетах и технике, Кейсинг был нанят в 1956 году старшим техписом компании Rocketdyne, которая создавала двигатели F-1, использовавшиеся на ракете Сатурн-5, что придавало его словам авторитета. В книге утверждается, что вероятность успешной пилотируемой высадки на Луну была рассчитана как 17 десятитысячных%, что намного меньше 1%, и что, несмотря на пристальное наблюдение со стороны СССР, НАСА было проще подделать высадки, чем действительно отправиться на Луну. В 1980 году общество плоскоземельщиков обвинило НАСА в фальсификации высадок, утверждая, что они были инсценированы Голливудом при спонсорстве Уолта Диснея по сценарию писателя-фантаста Артура Кларка и под руководством режиссера Стэнли Кубрика. Больше жару добавил еще и фильм режиссера Питера Хаймса «Козерог-1» 1978 года, показывающий сфальсифицированное путешествие на Марс в космическом корабле, похожем на аппарат Аполлон. Все это еще и наложилось на времена после Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой президента страны Ричарда Никсона, когда американская общественность просто перестала доверять официальным источникам. Сюда же подключились и СМИ, которые подливали масло в огонь. Да что там говорить, даже еще во времена миссии Аполлон-8, когда лишь пытались выйти на орбиту Луны, подобные конспирологические идеи уже набирали популярность. Мотивы Соединенных Штатов начать космическую гонку с Советским Союзом можно проследить до времен Холодной войны. Высадка на Луну рассматривалась как национальное и технологическое достижение, которое принесло бы мировое признание. Однако полет на Луну был рискованным и дорогим мероприятием, что подтверждает знаменитое высказывание президента Джона Кеннеди в его речи 1962 года о том, что США выбрали этот путь именно из-за его сложностей. Барт Сибрелл, сторонник теории заговора, утверждал, что Советы не имели возможности отследить космические аппараты до конца 1972 года. Сразу после 1972 года последние 3 миссии Аполлона были резко отменены. И хотя эти миссии были отменены не внезапно, а по причинам экономии, о чем предупреждали еще за 2 года, но разве это кого-то убедит? А Советский Союз с его собственной лунной программой, обширной разведывательной сетью и мощным научным сообществом, способным анализировать данные НАСА, поднял бы шум, если бы США пытались подделать высадку на Луну, особенно учитывая неудачу их собственной программы. Разве упустили бы такую возможность? Разоблачение подделки стало бы огромной пропагандистской победой для Советского Союза. Отнюдь. Вышло несколько статей об этом, в которых восхищались успехами американских коллег, в которых рассказывалось о том, как долетели, как вышли на поверхность и чем занимались. Можете поставить на паузу и почитать. На самом деле Советский Союз отправлял беспилотные космические аппараты на Луну с 1959 года, а в 1962 году были введены объекты отслеживания глубокого космоса в Уссурийске и Евпатории. При этом были такие станции связи, как Сатурн, которые имели возможность слежки на 100 миллионов километров. Советский Союз был под завязку оснащен новейшим разведывательным и наблюдательным оборудованием. В мае 2023 года Дмитрий Рогозин, бывший генеральный директор российской космической корпорации «Роскосмос», решил хайпануть и выразил сомнение о том, что американские астронавты высаживались на Луну. Он жаловался, что не получил удовлетворительного ответа, когда попросил свое агентство предоставить доказательства этого. Он сказал, что его коллеги в Роскосмосе злились на его вопросы и не хотели подрывать сотрудничество с НАСА.
Сторонники теории заговора утверждают, что НАСА сфальсифицировала высадки на Луну, чтобы избежать унижения и обеспечить продолжение финансирования. НАСА привлекло около 30 миллиардов долларов для полета на Луну, и Билл Кейсинг в своей книге утверждал, что эти деньги могли быть использованы для подкупа множества людей. Поскольку большинство конспирологов считают, что отправка людей на Луну в то время была невозможна, они полагают, что высадки пришлось подделать, чтобы выполнить цель Джона Кеннеди – до конца этого десятилетия высадить человека на Луну и безопасно вернуть его на Землю. На самом деле программа Аполлон потратила чуть больше 25 миллиардов долларов, но будем считать, что Кейсинг просто округлил их. Мэри Беннет и Дэвид Перси в своей книге «Темная луна. Аполлон и осведомители» утверждали, что с учетом всех известных и неизвестных опасностей НАСА бы даже просто не рискнули транслировать высадку в прямом эфире из-за страха о возможной гибели астронавтов. На самом деле НАСА уже терпели публичное унижение после гибели всей команды Аполлона-1 во время наземных испытаний, но это их не остановило. Американская сеть друзей-патриотов в 2009 году утверждала, что высадки на Луну помогли правительству США отвлечь внимание общественности от непопулярной Вьетнамской войны, и поэтому пилотируемые высадки внезапно прекратились примерно в то же время, когда Соединенные Штаты прекратили свое участие в войне. На самом деле внезапности здесь не было, и я уже об этом говорил ранее, они предупреждали еще за 2 года. Война была лишь одной из нескольких статей федерального бюджета, с которым НАСА пришлось конкурировать. Это и стало причиной сокращения финальных полетов. Было предложено множество теорий заговора о высадке на Луну, утверждающих, что либо высадки не произошли и сотрудники НАСА солгали, либо высадки действительно произошли, но не так, как было об этом рассказано. Конспирологи сосредотачиваются на имеющихся пробелах или несоответствиях в исторических записях миссий. Основная идея заключается в том, что вся пилотируемая программа высадок на Луну была инсценировкой с начала и до конца. Некоторые утверждают, что технологий для отправки людей на Луну не существовало, и что пояса Ван Аллена, солнечные вспышки, солнечный ветер, корональные выбросы массы и космические лучи делали такое путешествие просто невозможным. Ученые Винс Калдер и Эндрю Джонсон утверждали, что предоставленные НАСА данные о высадке на Луну в основном верные, несмотря на мелкие ошибки, такие как неверно помеченные фотографии и косячки в личных воспоминаниях. Используя научный метод, любую гипотезу можно отклонить, если она противоречит наблюдаемым фактам, о которых, кстати, мы поговорим далее. К тому же гипотеза реальной высадки является единой, в то время как гипотезы конспирологов различаются. Но давайте не будем верить на слово, ведь, как сказал Кейсинг, всех подкупили. Но реально ли всех взять и подкупить? Джеймс Лонгуски, которого тоже могли подкупить, утверждает, что теория заговора о высадке на Луну невозможна из-за их масштаба и сложности. В заговор были вовлечены более 400 тысяч человек, которые работали над проектом Аполлон почти 10 лет, включая 12 человек, ступивших на Луну, 6, которые летали с ними в качестве пилотов командного модуля, и еще 6 астронавтов, которые облетали Луну. Сотни тысяч людей должны были бы сохранить этот секрет, включая астронавтов, ученых, инженеров, техников и квалифицированных рабочих. Лонгуски утверждает, что было бы намного легче действительно высадиться на Луну, чем организовать столь масштабный заговор для фальсификации высадок. До сих пор никто из правительства США или НАСА, связанных с программой Аполлон, не заявил, что высадки на Луну были подделаны. Пен Джилет, на минуточку американский фокусник, отметил это в эпизоде теории заговора своего телевизионного шоу в 2005 году. Физик Дэвид Роберт Граймс оценил время, которое потребовалось бы для раскрытия заговора, исходя из числа участвующих. Граймс оценил, что для фальсификации высадки на Луну потребовалось бы участие 411 тысяч человек, и заговор был бы раскрыт в течение 3,5 лет. При этом его исследование не учитывало разоблачения со стороны внешних источников, а только внутри, через информаторов или ошибки. Конспирологи уделяют большое внимание фотографиям НАСА, указывая на аномалии на снимках и видеозаписях, сделанных на Луне. Эксперты по фотографиям, в том числе не связанные с НАСА, утверждают, что эти аномалии соответствуют тому, что можно ожидать от реальной высадки на Луну, и не согласуются с поддельными или изображениями, снятыми в павильонах. Но мы-то же знаем, что все вокруг сговорились, поэтому давайте посмотрим на самое интересное. На некоторых фотографиях перекрестия окажутся находящимися за объектами. Камеры были оснащены пластиной реза, прозрачной стеклянной пластиной с нанесенной сеткой, что делает невозможным, чтобы какой-либо объект на фотографии оказался перед сеткой. Конспирологи часто используют это как доказательство того, что объекты вклеены поверх фотографии, из-за чего перекрестие скрывается.
На самом деле, эффект появляется только на копиях и отсканированных фотографиях, но не на оригиналах. Он вызван передержкой при изготовлении фотографий для создания большего контраста изображений. Если есть фотографы, то подтвердите. Яркие белые области как бы размазываются по тонким черным перекрестиям, которые толщиной всего 0,1 мм. Более того, на многих фотографиях центр перекрестия смыт, но остальные части остаются нетронутыми. На некоторых фотографиях американского флага части одного перекрестия видны на красных полосах, но на белых полосах они исчезают или становятся невидимыми. Не было бы никакого смысла отдельно вклеивать белые полосы на флаг. Можно также усомниться и в качестве некоторых фотографий, какое-то оно уж невероятно высокое. По правде, астронавты Аполлона сделали множество фотографий низкого качества. НАСА выбрала для публикации только лучшие фото. Астронавты Аполлона использовали камеры Hasselblad 500L с высокоразрешающей оптикой Carl Zeiss и пленку среднего формата 70 мм. Все это позволило делать фото с высоким разрешением и при слабом освещении. Но как же тогда объяснить, что на фотографиях отсутствуют звезды? К тому же астронавты Аполлона-11 также заявляли на пресс-конференциях после миссии, что не помнят, чтобы видели звезды во время внекорабельной деятельности. Конспирологи утверждают, что НАСА намеренно не добавила звезды на фотографии, поскольку астрономы смогли бы использовать их для определения, были ли снимки сделаны с Земли или с Луны, зная их положение и параллакс. На самом деле астронавты говорили о наблюдениях звезд невооруженным глазом днем на Луне. Они регулярно наблюдали звезды через навигационную оптику космического корабля. Звезды редко видны на фотографиях шаттла с уже затонувшей станции «Мир», снимках Земли или даже на фотографиях с ночных спортивных мероприятий. Свет от Солнца в космосе в системе Земля-Луна как минимум такой же яркий, как солнечный свет, достигающий поверхности Земли в ясный полдень. Поэтому камеры для съемки объектов, освещенных солнечным светом, настроены на дневную экспозицию. Тусклый свет звезд просто не дает достаточной экспозиции для записи видимых изображений. Все пилотируемые высадки происходили днем на Луне. Таким образом, звезды были затмлены Солнцем и светом, отраженным от поверхности Луны. Глаза астронавтов были адаптированы к освещенному Солнцем ландшафту вокруг, поэтому они не могли видеть относительно тусклые звезды. Астронавты могли видеть звезды невооруженным глазом, только находясь в тени Луны. Настройки камеры могут превратить хорошо освещенный задний план в черный, если передний объект ярко освещен, вынуждая камеру увеличивать скорость затвора, чтобы передний свет не засветил изображение. Этот эффект похож на неспособность видеть звезды с ярко освещенной парковки ночью. Звезды становятся видимыми только когда свет погашен. Камера ультрафиолетового диапазона была доставлена на поверхность Луны в миссии Аполлон-16 и работала в тени лунного модуля. Она сделала фотографии Земли и многих звезд, некоторые из которых тусклые в видимом свете, но яркие в ультрафиолете. Эти наблюдения позже были сопоставлены с данными орбитальных ультрафиолетовых телескопов. Более того, положение этих звезд относительно Земли соответствует времени и месту съемки Аполлона-16. Фотографии солнечной короны, включающие планету Меркурий и некоторые звезды на заднем плане, были сделаны с лунной орбиты пилотом командного модуля Аполлона-15 Алом Уорденом. Фотографии планеты Венера были сделаны с поверхности Луны астронавтом Аланом Шепардом во время миссии Аполлон-14. Еще говорят, что угол и цвет теней на фото не совпадают. Это предполагает использование искусственного освещения. Но не все так просто. Тени на Луне осложнены отраженным светом, неровной поверхностью, искажением широкоугольного объектива и лунной пылью. Существует несколько источников света. Свет от самого Солнца, солнечный свет, отраженный от Земли, солнечный свет, отраженный от поверхности Луны, и солнечный свет, отраженный от астронавтов и лунного модуля. Свет от этих источников рассеивается лунной пылью во многих направлениях, включая тени. Тени, падающие в кратеры и на холмы, могут казаться длиннее, короче и искажаться. Кроме того, тени могут сливаться в перспективе на горизонте. Ко всему прочему, этот миф был разрушен в эпизоде «Разрушителей легенд» под названием «Высадка на Луну». А что насчет одинакового ландшафта на разных фотографиях? Фотографии были сделаны далеко друг от друга, но ландшафт на них одинаковый. Это же предполагает переиспользование декораций на заднем плане.
На самом деле ландшафт не был идентичным, скорее похожим, и вот почему. То, что на некоторых фотографиях кажется близлежащими холмами, на самом деле являются горами, находящимися за десятки километров от фотографа. На Земле объекты, находящиеся далеко, будут казаться более бледными и менее детализированными. На Луне нет атмосферы или дымки, которые бы затмевали удаленные объекты, поэтому они выглядят более четкими и близкими. Кроме того, на Луне очень мало объектов, например, таких как деревья, которые могли бы помочь оценить расстояние. Еще одна придирка конспирологов в том, что фотографий слишком много. Умельцы даже посчитали и выяснили, что астронавтам пришлось бы делать одно фото каждые 50 секунд, и у них бы просто не хватило времени на образцы грунта и остальную работу. На самом деле фотоаппараты астронавтов упрощенной конструкции с фиксированными настройками позволяли делать по 2 фотографии в секунду, что гораздо быстрее одного фото каждые 50 секунд. К тому же многие снимки делались сразу один за другим в виде стереопар или панорамных последовательностей. Расчет «одна фотография каждые 50 секунд» был основан на данных о единственном астронавте на поверхности и не учитывал тот факт, что на поверхности работали 2 астронавта, которые делили между собой нагрузку и одновременно делали снимки во время внекорабельной деятельности. Хорошо, а что тогда насчет фотографий, на которой четко видны 2 буквы «С» на камне и на Земле? Это вполне могли бы быть помеченные студийные реквизиты. Объекты в форме буквы «С» скорее всего являются дефектами проявления фотографий и не видны на оригинальной пленке с камеры, например, как показано на этом фото. Но мы-то, конечно, знаем, что фото просто отфотошопили. Вероятнее всего, что «С» — это свернутая ворсинка или волосинка, все просто. А как же тогда фото из книги «Муншот» 1994 года, где Алан Шепард вместе с другим астронавтом на Луне играет в гольф? Ну это же явно было снято в голливудских павильонах. На самом деле он действительно играл в гольф на Луне, но качество прямой трансляции было очень плохим. Редакторы сочли качество слишком низким для своей книги, поэтому фото было подредактировано. На некоторых фотографиях появляются горячие точки, которые выглядят так, как будто вместо Солнца использовался большой прожектор. Однако ямы на поверхности Луны фокусируют и отражают свет, как маленькие стеклянные сферы, используемые в покрытии дорожных знаков или капли росы на мокрой траве. Это создает свечение вокруг тени на фотографии, например, как здесь. Тень от воздушного шара создает вокруг себя свечение. Если астронавт стоит на Солнце и фотографирует в тени, свет, отраженный от его белого скафандра, создает эффект, похожий на прожектор. К тому же некоторые широко известные фотографии Аполлона были копиями с высоким контрастом. Исходные фотографии обычно освещены гораздо более равномерно. Если Нил Армстронг делал первый шаг на Луну, то кто же тогда его снимал? Или нам опять наврали, и это был не первый шаг, и он заранее установил камеру? Или это снималось в Голливуде? Этим занимались камеры на лунном модуле. Телевизионная камера Аполлона, установленная в модульном блоке хранения оборудования, давала вид снаружи. Еще находясь на ступеньках, Армстронг распаковал камеру, затем камеру включили и сигнал передался на Землю. Более 600 миллионов человек на Земле могли смотреть прямую трансляцию с очень небольшой задержкой. Подобная технология также использовалась в последующих миссиях Аполлона. Давайте посмотрим на более серьезные заявления конспирологов. Конспирологи утверждают, что астронавты не могли бы пережить полет из-за воздействия радиации поясов Ван Аллена и галактического космического излучения, а также, что атмосферный ядерный взрыв 1962 года, именуемый Starfish Prime, создал еще один интенсивный слой радиации в поясах Ван Аллена, что только уменьшило шансы на выживание. Что ж, существует 2 основных пояса Ван Аллена – внутренний пояс и внешний пояс. Внутренний пояс является более опасным, так как состоит преимущественно из высокоэнергетических протонов. Внешний пояс состоит преимущественно из электронов, которые менее опасны. Космический корабль «Аполлон» прошел через внутренний пояс за считанные минуты и через внешний пояс за примерно 1,5 часа. Астронавты были защищены от ионизирующего излучения алюминиевыми корпусами космического корабля. Кроме того, траектория полета от Земли до Луны через пояса была выбрана таким образом, чтобы уменьшить воздействие радиации. Даже Джеймс Ван Аллен, первооткрыватель поясов Ван Аллена, опроверг утверждение о том, что уровень радиации был слишком вредным для миссии Аполлон.
Фил Плейт, американский астроном, отметил среднюю дозу менее 10 миллизивертов, что эквивалентно фоновой радиации, получаемой при жизни на уровне моря в течение 3 лет. Общая доза радиации, полученная за время путешествия, была примерно такой же, как допустимая для работников ядерной энергетики за год, и не намного больше, чем у астронавтов космических шаттлов. Ладно, но пленка-то в камерах должна была бы быть засвечена этой радиацией, правильно? Нет, пленка хранилась в металлических контейнерах, которые предотвращали ее засветку. Более того, пленка не засвечивалась даже в лунных зондах, таких как Lunar Orbiter и Luna-3, которые проявляли пленки прямо у себя на борту. Если пленка не засвечивалась от радиации, то должна была хотя бы расплавиться, так как поверхность Луны в дневное время невероятно горячая. На Луне отсутствует атмосфера, которая могла бы эффективно передавать тепло от нагретой поверхности к объектам, не соприкасающимся с ней напрямую. В вакууме единственным механизмом теплопередачи остается излучение. Законы радиационного теплообмена хорошо изучены, и применение пассивных оптических покрытий и специальных красок позволило успешно контролировать температуру пленки внутри камер. Температура в лунном модуле также регулировалась с помощью подобных покрытий, придающих ему характерный золотистый цвет. Поверхность Луны действительно сильно нагревается в полдень, однако все посадки Аполлонов осуществлялись вскоре после восхода Солнца. Лунные сутки длятся около 29,5 земных суток, что означает, что один лунный день от рассвета до заката продолжается почти 15 земных дней. Во время более длительных экспедиций астронавты отмечали увеличение нагрузки на систему охлаждения их скафандров по мере повышения температуры поверхности и роста солнечной активности. Однако эти изменения успешно компенсировались пассивными и активными системами охлаждения. Пленка находилась вне прямого солнечного света и не перегревалась. Еще одно утверждение. Экипаж Аполлона-16 не мог бы выжить при сильной солнечной вспышке, если бы она произошла на их пути к Луне. Во время полета Аполлон-16 крупных солнечных вспышек не произошло. Сильные солнечные вспышки произошли в августе 1972 года после возвращения Аполлона-16 на Землю и до полета Аполлона-17. Вернемся к фотографиям. Флаг, установленный астронавтами на поверхности Луны, колыхался, несмотря на отсутствие ветра на Луне. Это предполагает, что съемка была проведена на Земле и что его колыхание вызвано ветром. Барт Сибрелл, сторонник теории заговора, утверждал, что это могло быть вызвано вентиляторами, используемыми для охлаждения астронавтов. Что ж, давайте разберемся. Флаг был закреплен на Г-образном стержне, так что он не висел. И развивался он какое-то время только тогда, когда астронавты перемещали его. Без сопротивления воздуха эти движения заставляли свободный угол флага качаться как маятник в течение некоторого времени. То, что он был покрыт как бы рябью от ветра, так это потому, что был сложен во время хранения, по сути своей был мятым. Видеоролики показывают, что когда астронавты отпускают флагшток, он недолго колыхается, но затем становится неподвижным. Эта теория была дополнительно опровергнута в эпизоде «Разрушителей мифов» под названием «Высадка на Луну». А как же следы на лунной пыли? Что-то неожиданно хорошо они сохраняются, несмотря на отсутствие влаги. На самом деле лунная пыль не подвергалась атмосферному воздействию, как песок на Земле, и имеет острые края. Это позволяет пылинкам сцепляться и сохранять форму в вакууме. Астронавты сравнивали ее с тальком или влажным песком. Эта теория также была опровергнута в эпизоде «Разрушителей мифов» под названием «Высадка на Луну». Предполагается, что высадки на Луну снимались либо на съемочной площадке, либо в отдаленной пустыне с использованием подвесов или замедленной съемки, чтобы создать впечатление, что астронавты находятся на Луне. Мини-сериал HBO «С Земли на Луну» использовал съемочную площадку и подвесы, как и сцены из фильма «Аполлон-13». На этих фильмах ясно видно, что когда пыль поднималась, она не оседала быстро. Некоторые пылинки временно образовывали облака. На киноматериалах миссии Аполлон пыль, поднятая колесами лунных роверов, поднималась довольно высоко из-за низкой лунной гравитации и также быстро оседала на поверхность по параболе, так как не было воздуха, чтобы ее удерживать. Даже если бы съемки проходили на сцене с выкачанным воздухом, пыль не поднималась бы до такой высоты и траектории, как на кадрах Аполлона, из-за большей гравитации Земли. Во время миссии Аполлон-15 астронавт Дэвид Скотт провел эксперимент, одновременно уронив молоток и перо сокола.
Оба предмета падали с одинаковой скоростью и достигли поверхности одновременно, что доказало нахождение в вакууме. Если бы съемки проходили в пустыне, на видеоматериалах миссии были бы видны тепловые волны на поверхности, но таких тепловых волн на кадрах нет. Если бы съемки проходили на съемочной площадке, возникли бы несколько аномалий, включая отсутствие параллакса и изменение размера заднего плана при движении камеры. Есть реальные кадры, когда ровер был в движении, и при этом не наблюдается никаких изменений в размере фона. Опять же, разрушители мифов разрушили эту легенду в выпуске «Высадка на Луну». С лунной пылью уже разобрались, но почему тогда лунные модули не оставили кратеров или следов разброса пыли? Кратеров ожидать не стоит. Реактивная тяга двигателей, которая в реале выдает 4,5 тонны, была сильно снижена во время посадки. Двигателю приходилось поддерживать только собственный вес посадочного модуля, который, кстати, на Луне весил в 6 раз меньше. При посадке тяга двигателя, деленная на площадь выходного отверстия сопла, составляет всего около 10 килопаскалей. За пределами сопла струя расширяется и давление быстро падает. Не забывайте, что и вакуум значительно увеличивает расширение выхлопных газов после выхода из сопла двигателя по сравнению с плотной земной атмосферой. Этот эффект можно легко увидеть на запусках с Земли. По мере подъема ракеты через разряжающуюся атмосферу выхлопные струи значительно расширяются. Чтобы уменьшить это, двигатели, сделанные для вакуума, имеют более длинное сопло, чем те, что предназначены для использования на Земле, но они все равно не могут полностью предотвратить расширение. Таким образом, выхлопные газы посадочного модуля быстро расширялись далеко за пределы места посадки. Спусковые двигатели действительно разбросали много очень мелкой поверхностной пыли, что видно на видео о каждой посадке, и многие командиры миссий говорили об ухудшении видимости. Посадочные модули обычно двигались не только вертикально, но и горизонтально. Очистка поверхности происходила вдоль пути места посадки. И, наконец, лунный реголит, довольно плотный сам по себе под поверхностным слоем пыли, что делает невозможным создание внушительного кратера. Кратер под Аполлоном-11 был высчитан и составил всего 10-15 сантиметров после приземления. Хорошо, а почему мы тогда не видим пламени при взлете лунного модуля с поверхности Луны? А вот почему. Лунные модули использовали топливо Аэрозин-50 и окислитель, выбранные за простоту и надежность. Они не требуют искры для воспламенения и производят почти прозрачный выхлоп. То же самое топливо использовалось в ядре американской ракеты «Титан-2». Прозрачность их шлейфов очевидна на многих фотографиях запуска. Шлейфы ракетных двигателей, запущенных в вакууме, очень быстро распространяются, когда они покидают сопло двигателя, еще больше уменьшая их видимость. Наконец, ракетные двигатели часто работают на богатой смеси, чтобы замедлить внутреннюю коррозию. На Земле же избыточное топливо сгорает при контакте с кислородом, только усиливая видимое пламя, чего не может происходить в вакууме. Лунные модули весили 17 тонн, так почему же они не оставили следов на лунной пыли, тогда как рядом с ними видны отпечатки ног? На Земле, заправленный топливом и с экипажем, лунный модуль Аполлон-11 весил бы примерно 17 тонн. На поверхности Луны, однако, после расхода топлива и окислителя при спуске с лунной орбиты, посадочный модуль весил всего около 1,2 тонны. Астронавты были значительно легче модуля, но их ботинки были гораздо меньше подушек на концах ножек лунного модуля, диаметром примерно 91 сантиметр. Именно давление или сила на единицу площади, а не масса, определяет степень сжатия реголита. На некоторых фотографиях подушки действительно вдавлены в реголит, особенно когда они смещались в стороны при посадке. Давление под подушками Аполлона-11 с модулем, вес которого был примерно в 44 раза больше веса астронавта в полном оснащении, было бы аналогично давлению, оказываемому ботинками астронавтов. А как же тогда кондиционеры, входившие в конструкцию скафандров астронавтов, которые просто не могут работать в условиях отсутствия атмосферы? Охлаждающие устройства могли работать только в вакууме. Вода из бака в рюкзаке астронавта подавалась на металлическую пластину-сублиматор с крошечными порами. На этой пластине вода моментально испарялась в космос. При испарении вода теряла тепло, из-за чего оставшаяся жидкость замерзала, образуя слой льда на пластине. Этот лед также испарялся прямо в газ, минуя стадию жидкости.
Отдельный контур с водой циркулировал через охлаждающий костюм астронавта, который он носил под скафандром. Этот контур забирал тепло тела астронавта, проводил его через пластину сублиматор, где тепло отводилось, а затем охлажденная вода возвращалась обратно в костюм. Запаса воды весом 5,5 кг хватало примерно на 8 часов охлаждения, однако из-за объема и веса воды ее количество часто ограничивало длительность выхода в открытый космос. Конспиролог Барт Сибрел указывает на разницу в уровнях космических технологий США и СССР как на доказательство того, что высадки на Луну могли быть невозможны. Он считает, что в первые годы космической гонки СССР опережал США, однако так и не смог отправить пилотируемый корабль к Луне, не говоря уже о посадке на ее поверхность. На этом основании он утверждает, что США также не могли разработать необходимую технологию для миссии «Аполлон». Сибрел отмечает, что в период программы «Аполлон» у СССР было в 5 раз больше пилотируемых часов в космосе и приводит примеры их достижений. Запуск первого искусственного спутника «Спутник-1» октябрь 1957 года. Запуск первых живых существ на орбиту собака Лайка ноябрь 1957 года. Запуск первого человека в космосе Юрий Гагарин апрель 1961 года. Запуск первой женщины-космонавта Валентина Терешкова июнь 1963 года и первого выхода в открытый космос Алексея Леонова в марте 1965 года. Однако многие из этих успехов СССР были повторены США в течение года, а иногда даже недель. Уже в 1965 году Соединенные Штаты начали совершать свои собственные прорывы, такие как первая успешная стыковка в космосе, что было важным шагом на пути к Луне. НАСА утверждает, что некоторые достижения СССР, например, отправка первой женщины в космос, носили скорее демонстративный характер и не вносили значительного вклада в развитие технологий. К моменту запуска Аполлона-7 США уже провели 16 пилотируемых полетов против 9 у СССР. По часам космических миссий СССР имел 460 часов, а США – 1024. Если учитывать время, проведенное экипажами в космосе, то у СССР было 534 часа, а у США – 1992. К моменту миссии Аполлон-11 США значительно опережали Советский Союз по всем показателям. К тому же СССР не смог разработать ракету, способную доставить экипаж на Луну. Их ракета Н-1 потерпела неудачу во всех 4 попытках запуска в период с 1969 по 1972 годы. Лунный модуль СССР был испытан только в беспилотных полетах на низкой орбите Земли в 1970 и в 1971 годах, и полноценной лунной программы они не смогли создать вплоть до 1980-х годов. Во время высадок на Луну цифровые технологии находились в зачаточном состоянии. Астронавты полагались на компьютеры для выполнения миссий. Бортовой компьютер Аполлона находился на лунном модуле, а также на командном и служебном модулях. Многие компьютеры того времени были очень большими, несмотря на слабые характеристики. Например, Xerox Alto был выпущен в 1973 году, через год после последней высадки на Луну. Этот компьютер имел 96 килобайт памяти. Большинство персональных компьютеров на 2019 год используют 50-100 тысяч раз больше оперативной памяти. Конспирологи утверждают, что компьютеры во время посадок на Луну не были достаточно продвинутыми, чтобы обеспечить космическое путешествие на Луну и обратно. Они также утверждают, что другие технологии того времени, радиопередача, радары и другие приборы также были недостаточными для выполнения таких сложных задач. На одном из телевизионных программ, посвященных утверждениям о фальсификации высадки на Луну, компания Fox Entertainment Group упомянула смерти 10 астронавтов и 2 гражданских лиц, связанных с пилотируемой космической программой, как часть предполагаемого сокрытия правды. Из этого списка Майк Адамс и Роберт Лоуренс не имели отношения к гражданской космической программе «Аполлон». Барон был инспектором качества, критиковавшим безопасность НАСА, и его смерть, как и смерти остальных, считается несчастным случаем. Все перечисленные трагедии произошли минимум за 20 месяцев до старта Аполлона-11. Сравнение с СССР показывает, что число погибших среди американских астронавтов сопоставимо с потерями советской стороны в тот же период. С 1961 по 1972 годы погибли как минимум 8 советских космонавтов.
В связи с вышеизложенным нельзя утверждать, что смерть астронавтов является следствием сокрытия правды. После полета Аполлона-11 на пресс-конференции астронавты в основном смеялись и выглядели расслабленно, но были моменты, когда они становились серьезными и казались уставшими. Теоретики заговора любят использовать фотографии именно этих эпизодов, утверждая, что на лицах астронавтов якобы видно чувство вины за инсценировку высадки на Луну. Однако такие доказательства легко объясняются выборочным подходом и игрой на эмоциях, ведь общая атмосфера конференции была далека от мрачности, которую пытаются представить сторонники теории заговора. В июне 1977 года НАСА выпустила информационный бюллетень, чтобы ответить на растущее заявление о фальсификации высадок на Луну. В документе прямо говорилось, что сама идея инсценировки лунных миссий абсурдна и нелепа. НАСА сослалась на собранные во время миссий камни и грунт с Луны, утверждая, что они не могли образоваться в земных условиях, и это является убедительным доказательством подлинности программы. Кроме того, агентство подчеркнуло, что все этапы и операции программы «Аполлон» от запуска до приводнения проходили под пристальным наблюдением средств массовой информации. В ответ на книгу Билла Кейсинга «Мы никогда не были на Луне» НАСА опровергла его утверждение о том, что посадочный модуль не оставил кратера на лунной поверхности. Агентство объяснило этот факт особенностями лунного грунта и его плотной структурой, не создающей условий для образования кратеров от посадки. Этот информационный бюллетень был переиздан 14 февраля 2001 года, за день до выхода телепередачи «Теория заговора. Были ли мы на Луне» на канале Fox. Передача вновь пробудила интерес общественности к теориям заговора, что побудило НАСА в очередной раз защищать свое имя и достоверность лунной программы. Теперь давайте поговорим об обвинениях в сторону Стэнли Кубрика. Режиссер Стэнли Кубрик неоднократно становился объектом обвинений в том, что именно он снял большую часть видеоматериалов для миссии Аполлона-11 и 12. Эти слухи связывают с тем, что незадолго до этого Кубрик завершил работу над фильмом «Космическая Одиссея» 2001 года, который частично разворачивается на Луне и демонстрирует сложные спецэффекты. Согласно теориям, в начале 1968 года, когда «Космическая Одиссея» находилась на этапе постпродакшена, НАСА якобы тайно предложила Кубрику снять первые 3 высадки на Луну. Предполагалось, что корабль реально полетит на Луну, но останется на околоземной орбите, а кадры, снятые на Земле, покажут как прямую трансляцию с Луны. Однако никаких доказательств в пользу этой теории предоставлено не было, а многие факты ей противоречат. Например, фильм Кубрика вышел до первой высадки на Луну, а его изображение лунной поверхности значительно отличается от того, что было показано в реальных кадрах Аполлона. Некоторые факты, связанные с Кубриком, добавляли масло в огонь. Например, он привлек к работе над фильмом специалистов НАСА Фредерика Ордвея и Гарри Ланге. Также Кубрик использовал объективы Zeiss, созданные для НАСА, однако они были приобретены им лишь для съемок Барри Линдона в 1975 году. Французский псевдодокументальный фильм «Обратная сторона Луны», снятый режиссером Уильямом Карролем, вероятно, также способствовал популяризации заговора. Фильм впервые показали в 2002 году на телеканале Arte, который представляет собой пародию на теорию заговора. В нем представлены поддельные интервью, нелепые истории о ликвидации помощников Кубрика ЦРУ и многочисленные намеки, которые должны были подсказать зрителям, что это шутка. Однако некоторые сторонники теории восприняли фильм всерьез. В 1995 году в сети Usenet появилась статья под названием «Стэнли Кубрик и лунный обман». В тексте утверждалось, что НАСА якобы шантажировала Кубрика, угрожая раскрыть связи его брата Рауля с Компартией США. Примечательно, что никакого брата у Кубрика не было, а статья была сатирой, содержащей фразу, что Кубрик снимал сцены высадки прямо на Луне. Несмотря на это, некоторые конспирологи, такие как Клайд Льюис, восприняли эти утверждения всерьез, а Джей Уитнер даже представил Рауля Кубрика как главу Компартии США. В 2009 году Уитнер опубликовал на своем сайте статью «Секреты сияния», где утверждал, что фильм Кубрика «Сияние» является замаскированным признанием его участия в фальсификации лунных миссий. Эта теория позже была опровергнута в статье на сайте Seeker. В 2015 году вышел фильм
фильм «Лунатики» — вымышленная история о том, как агент ЦРУ пытается заставить Кубрика участвовать в фальсификации. В декабре 2015 года появилось видео, в котором якобы Кубрик незадолго до своей смерти в 1999 году признается, что лунные миссии были инсценированы. Однако быстро выяснилось, что видео является подделкой. В 2002 году НАСА выделила грант в размере $15 тысяч историку Джеймсу Обергу для написания подробного опровержения утверждений о фальсификации высадки на Луну. Однако позже, в том же году, агентство отменило этот проект после жалоб на то, что подобная книга придаст таким теориям ненужную значимость. Сам Оберг заявил, что намерен завершить книгу самостоятельно. В ноябре 2002 года журналист Питер Дженнингс отметил, что НАСА собирается потратить несколько тысяч долларов, чтобы доказать, что Соединенные Штаты действительно высадили людей на Луну, добавив, что агентство настолько обеспокоено, что наняло автора для опровержения теории заговора. Оберг же полагал, что вера в подобные теории – это не вина сторонников заговора, а результат недостаточной образовательной работы со стороны учителей и ответственных за информирование широкой аудитории, включая НАСА. В 2004 году Мартин Хентри и Кен Скелдон из Университета Глазго получили грант от Британского совета по исследованиям в области физики частиц и астрономии для изучения теорий заговора высадки на Луну. В ноябре того же года они провели лекцию в научном центре Глазго, где подробно разобрали и опровергли 10 наиболее популярных утверждений сторонников этих теорий. В августе 2008 года один из эпизодов «Разрушителей мифов» был посвящен высадкам на Луну. Команда «Разрушителей мифов» проверила многие утверждения конспирологов. Некоторые из проверок были проведены в тренировочном центре НАСА. Все проверенные в шоу утверждения конспирологов были признаны разрушенными или опровергнутыми. Конспирологи утверждают, что обсерватории и космический телескоп Хаббл должны были быть способны сфотографировать места посадки. Это подразумевает, что крупнейшие обсерватории мира, а также программа Хаббла участвуют в заговоре, отказываясь фотографировать места посадки. Фотографии Луны были сделаны Хабблом, включая по крайней мере 2 места посадки Аполлонов, но разрешение Хаббла ограничивает просмотр лунных объектов размерами менее 55 метров, что недостаточно для отображения деталей места посадки. В апреле 2001 года Леонард Дэвид опубликовал статью на Space.com, в которой показал фотографии, сделанную миссией Клементина, на которой видно размытое темное пятно на месте, где, по словам НАСА, находился посадочный модуль Аполлона-15. Свидетельства заметили Миша Креславский из кафедры геологических наук Брауновского университета и Юрий Шкуратов из Харьковской астрономической обсерватории. По словам Бернарда Фойнга, главного ученого научной программы ESA, автоматический зонд SMART-1 Европейского космического агентства передал фотографии мест посадки, однако Фойнг в интервью Space.com заявил, что из-за высокой начальной орбиты аппарату может быть трудно увидеть артефакты. Японское агентство аэрокосмических исследований запустило свой лунный орбитальный аппарат Кагуя 14 сентября 2007 года с космического центра Танегашима. Кагуя летал над Луной на высоте около 100 километров. В мае 2008 года японское агентство сообщило об обнаружении ореола, созданного выхлопом двигателя лунного модуля Аполлона-15, что совпало с фотографиями, сделанными с поверхности Луны. 17 июля 2009 года НАСА опубликовала фотографии инженерных испытаний низкого разрешения мест посадки Аполлона-11, Аполлона-14, Аполлона-15, Аполлона-16 и Аполлона-17, которые были сфотографированы лунным орбитальным разведчиком в рамках его основной миссии. На фотографиях показана ступень спуска посадочных модулей каждой миссии на поверхности Луны. Фотография места посадки Аполлона-14 также показывает следы, оставленные астронавтом между научным экспериментом и посадочным модулем. Фотографии места посадки Аполлона-12 были опубликованы НАСА 3 сентября 2009 года. Видны ступень спускаемого модуля Интерпид, комплект научных инструментов, космический аппарат Сервиер-3 и тропы астронавтов. Хотя изображения лунного орбитального разведчика понравились всему научному сообществу в целом, они не сделали ничего, чтобы убедить конспирологов в том, что посадки действительно имели место.
1 сентября 2009 года индийская лунная миссия Chandrayaan-1 сделала фотографии места посадки Аполлона-15 и следы лунных роверов. Индийская организация космических исследований запустила свой беспилотный лунный зонд 8 сентября 2008 года с космического центра Сатиш-Дхаван. Фотографии были сделаны гиперспектральной камерой, установленной в рамках миссии. И хоть это не доказательство третьей стороны, однако самые лучшие на данный момент фото – это фото лунного орбитального разведчика НАСА, который сделал снимки места посадки Аполлона-17. Программа «Аполлон» собрала 380 килограмм лунных камней за 6 пилотируемых миссий. Анализы ученых по всему миру согласны с тем, что эти камни с Луны. Нет опубликованных данных в научных журналах, оспаривающих это утверждение. Образцы Аполлона легко отличить от метеоритов и земных камней, они не содержат продуктов гидратной трансформации, свидетельствуют о воздействии ударов на безвоздушном теле и имеют уникальные геохимические признаки. Кроме того, большинство из них старше самых древних земных камней более чем на 200 миллионов лет. Лунные камни также имеют те же характеристики, что и советские образцы. Сторонники теории заговора утверждают, что поездка конструктора Вернера Фор Брауна в Антарктиду в 1967 году, примерно за 2 года до запуска Аполлона-11, была направлена на сбор лунных метеоритов для использования в качестве поддельных лунных камней. Поскольку фон Браун был бывшим офицером СС, то они предполагают, что на него могли оказать давление, чтобы он согласился на заговор, чтобы защитить себя от обвинений в его прошлом. НАСА заявила, что миссия фон Брауна заключалась в изучении экологии и логистики, которые могли бы быть связаны с планированием будущих космических миссий. В настоящее время научное сообщество признает, что на поверхность Земли падали лунные метеориты, однако первый антарктический лунный метеорит был найден в 1979 году, а его лунное происхождение не было признано до 1982 года. Кроме того, лунные метеориты настолько редки, что вряд ли можно было бы найти 380 килограмм лунных камней, которые НАСА собрала в рамках миссии Аполлон. На Земле до сих пор было найдено всего около 30 килограмм лунных метеоритов, несмотря на то, что частные коллекционеры и правительственные агентства по всему миру ведут поиски уже более 20 лет. Во время миссии Аполлон было собрано 380 килограмм лунных пород, в то время как советские автоматические станции Луна-16, Луна-20 и Луна-24 в общей сложности доставили на Землю всего 326 грамм, что составляет менее 1/1000 от американского объема. На Луне были установлены специальные зеркала-ретро-рефлекторы, которые используются для экспериментов с лазерным дальномером, что служит доказательством высадок. Обсерватория Лика попыталась обнаружить отражатели миссии Аполлон-11, пока Армстронг и Олдрин находились на Луне, но смогла зафиксировать их только 1 августа 1969 года. Астронавты Аполлона-14 установили ретро-рефлектор 5 февраля 1971 года, и обсерватория Макдональда зафиксировала его в тот же день. Ретро-рефлектор Аполлона-15 был установлен 31 июля 1971 года и был обнаружен в течение нескольких дней. Меньшие ретро-рефлекторы также были доставлены на Луну советскими луноходами Луноход-1 и Луноход-2. Как я уже говорил ранее, согласно опросам, проводимым уже более 20 лет, остается еще множество людей, до 50%, те, кто до сих пор не верит ни в высадку на Луну человека, ни в высадку на Луне луноходов, а некоторые даже в существование самой Луны как естественно образованного спутника. Во всем мире существуют субкультуры, которые утверждают, что высадка на Луну была сфальсифицирована. В 1977 году индийский журнал Hare Krishna назвал высадки на Луну обманом, утверждая, что поскольку Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров, а согласно индуистской мифологии Луна находится на 1 300 000 километров дальше, то Луна должна быть на расстоянии почти 151 миллион километров. Для преодоления этого расстояния за 91 час потребовалась бы скорость более 1 000 000 километров в час, что является явно невозможным достижением даже по расчетам ученых.
Джеймс Оберг из ABC News сказал, что теория заговора преподается во многих кубинских школах, как на Кубе, так и там, где работают кубинские учителя. Опрос, проведенный в 1970-х годах информационным агентством США в нескольких странах Латинской Америки, Азии и Африки, показал, что большинство респондентов не знали о высадках на Луну. Многие другие отвергали их как пропаганду или научную фантастику, а многие думали, что на Луну и вовсе высадились русские. Ну что, ребята, у вас еще остались вопросы? Да, я упомянул не все высказывания конспирологов про высадку астронавтов, но мне кажется, что этого уже достаточно. Всегда можно сказать, что всех купили, а кого не смогли купить, устранили. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и поменялось ли ваше мнение об этом. Не забывайте ставить лайк, подписываться и бить в бубенчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всего наилучшего и до новых встреч!